Всем привет! Меня зовут Лена, и уже 4 года я живу на острове Тенерифе. Тенерифе – это треугольный остров в Атлантическом океане, неподалеку от берегов Африки. Территориально Тенерифе, как и весь Канарский архипелаг, относится к Испании. По канарским меркам Тенерифе – большой остров, самый крупный в архипелаге. При этом его территория, около 2000 квадратных километров, меньше Москвы. И если по площади столицу России еще можно сопоставить с Тенерифе, то население здесь гораздо меньше, почти в 14 раз. Примерно как в Краснодаре или в Саратове. В середине острова вулкан, там никто не живет. Все населенные пункты расположены по периметру. В узкой части треугольника от края до края всего 6-12 километров, а в широкой около 50. Конечно, Канары – это глубокая провинция. От материка острова отделяет около 1000 километров. Африка гораздо ближе – около 300 километров. Именно поэтому здесь тепло круглый год. Африка там. Остров 365 дней в году привлекает туристов, которые хотят отдохнуть у океана или полюбоваться красивой природой. Кто-то приезжает за спокойным отдыхом, а кто-то, наоборот, за экстремальным. Это серферы, виндсерферы, дайверы и прочие любители водных видов спорта. Местные жители в основном работают в туризме, а еще здесь делают вкусный сыр и вино. Также выращивают бананы особого сорта, они меньше обычных. Отдыхать на Канарах, вопреки распространенному стереотипу, не так уж и дорого, во всяком случае дешевле, чем в городах материковой Европы или, например, на Майорке. Этому способствует сниженный налог на добавленную стоимость, НДС. На островах архипелага он составляет 7%, а в материковой части Испании 21%. Эту сумму закладывают в стоимость еды в ресторанах, продуктов в магазинах, а также в стоимость услуг. А вот добираться до Тенерифе действительно дольше и дороже, чем до материковой Европы. Прямым рейсом из Москвы можно добраться за 6-7 часов. А если вы живете не в Москве и планируете лететь с парой пересадок, например, в Мадриде или Барселоне, дорога займет 2-3 раза больше времени. Что посмотреть на Тенерифе, я расскажу в одном из следующих выпусков. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки. Пишите ваши комментарии, может быть, у вас есть какие-то вопросы об острове, о жизни в Европе, о жизни в Испании. Всем пока!